Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». В данном видео я вам хочу представить вторую заключительную часть видео МК, как связать красивую нарядную женскую кофточку крючком из пряжи Flowers. Ссылку на первую часть видео МК я обязательно оставлю в описании к данному видео. Также в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, а именно женских кофточек, на которые вы сможете найти на моем канале бесплатные видео МК. Итак, приятного всем просмотра. Итак, вот я уже провязала верхнюю часть данной кофточки. То есть, как я уже и сказала, я провязала 5 полных раппортов данного узора. Вот они у меня. И провязала первый ряд 6-го раппорта. То есть, вот у меня этот идет первый ряд. И далее я буду именно распределять петли для вязания уже переда, спинки и рукавов. Значит, после того, как я связала данный участок работы, у меня остались вот таких вот 2 моточка пряжи. То есть это вот у меня один моточек. Вот им сейчас я как раз и вяжу. Я буду с этого моточка продолжать вязать именно вперед и спинку в круговую. Вот с этого мотка. И вот у меня второй моточек пряжи. Вот он у меня. С него я буду вязать рукава. То есть делать подгон. Верхнюю часть, вот эту, как я уже вам и говорила до этого, то есть я вязала сразу одновременно с 2 мотков. Далее, когда у меня начинаются уже вязаться рукава, я начинаю вязать по отдельности. То есть один моток вперед спинка, второй моток это у меня, соответственно, рукава. Значит, этот верхний участок работы я уже отпарила немножко, поэтому у меня полотно такое, если вы обратили внимание, более ровненькое и красивое. И я вам также рекомендую в процессе работы периодически полотно отпаривать, чтобы у вас работа была более ровненькая, ну и плюс ко всему, чтобы вы видели уже, какая у вас окончательная, так сказать, длина, потому что после отпаривания полотно приобретает свою конечную форму уже. Значит, что касается размеров, я вам сейчас скажу эти размеры. В длину у меня вместе с этим первым рядом 6-го раппорта получилось где-то в пределах 20 и 25 сантиметров. Ну, то есть 20-21 сантиметр где-то получилось у меня вот такая длина, то есть это до проймы. И в сложенном напополам состоянии вот здесь вот по верхней части самой широкой у меня получилось 61 сантиметр. Это сложенный напополам. То есть это если взять 2 части, получается 122 где-то сантиметра. Это у меня полная окружность именно вот перед вывязыванием рукавов. Теперь я вам объясню, как я далее буду работать. Как я уже говорила, в самом начале работы у меня так получилось, что 19 раппортов я вязала. Значит, и у меня пойдет наперед 7 раппортов узора, на спинку у меня пойдет 6 раппортов узора и по рукавам по 3 раппорта. То есть каким образом я распределяла? Вот именно начало работы я сделала сзади специально, чтобы убрать мало ли у кого какие будут не очень ровненькие стыки, так сказать. То есть вот это у меня спинка. На спинке у меня получилось вот они у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот 6 раппортов узора, вот они у меня здесь. И вот здесь вот я поставила маркеры. То есть вот у меня стоят маркеры 1 и 2. Между ними 6 раппортов узора. Вот таким вот образом. Далее я отсчитываю следующие 3 раппорта узора и ставлю следующий маркер. Вот он у меня стоит. То есть вот если так смотреть, 2 маркера, между ними 3 раппорта узора. Это у меня будет рукав. Далее я отсчитала 7 раппортов узора. То есть вперед я все-таки делаю немножечко пошире, чтобы был зазор на грудь, чтобы ничего не подтягивало. То есть вот здесь вот у меня получается 7 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть вот стоят маркеры в начале и конце. И, соответственно, второй рукав, он у меня также вот стоят маркеры, и между ними 3 раппорта. То есть вот таким вот образом я распределила раппорты перед тем, как я начну уже вязать непосредственно, распределять петли наперед, спинку и на рукава. Теперь я начинаю вязать следующий ряд узора.
то есть второй ряд. Получается согласно схемы, то есть 3 подъемные петли. Далее у меня идет 2 столбика с накидом, это в начале именно работы. Вот 2 столбика с накидом у меня провязывается, 2 столбика с накидом в предыдущую дугу, вот таким вот образом, 3 воздушные петельки, 2 столбика с накидом в предыдущую дугу. То есть я вяжу чисто по рисунку, по схеме, которая будет вам предоставлена в конце видео. Вот. И вот у меня получается стоит первый маркер, то есть это у меня вот получается рукав. То есть здесь я после того, как я провязала вот этот вот первый, получается, раппорт, второй ряд первого раппорта, я делаю 13 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть вот этот участок, он у меня пойдет под рукой. 13 воздушных петель я сделала. После чего я пропускаю вот этих вот 3 раппорта узора, которые у меня пойдут на рукав, и начинаю вязать, это у меня получается вперед. То есть вот по рисунку я начинаю вязать 3 столбика с накидом, 3 столбика с накидом, 2 столбика в предыдущую дугу. То есть все абсолютно по рисунку. Здесь ничего сложного. 2 столбика с накидом и 3 столбика с накидом. Положу сюда схему, чтобы мало ли кому-то будет так поудобнее. То есть вот таким вот образом. То есть вот у меня получается вот этот вот участок работы. Это у меня будет потом будущий рукав. Вот он у меня. Далее я вяжу по рисунку. По рисунку вяжу до следующего маркера. То есть тут в принципе ничего сложного нет. То есть вот я провязала. Далее у меня идет 5 воздушных петель и столбик без накида. То есть все согласно схемы. 5 воздушных петель и 3 столбика с накидом. Три, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом, и 3 столбика с накидом, предыдущие столбики. Как вязать узоры, это я очень подробно в начале видео МК вам показывала. То есть вот по такому же вот ровно принципу я провязываю согласно рисунка до следующего маркера. Вот до сюда я провязываю. Итак, вот я провязала 7 раппортов узора. Это у меня вперед получилось. Все вязала по рисунку, то есть ничего сложного абсолютно здесь. И дошла до следующего маркера. То есть вот у меня далее идет рукав. То есть вяжу по точно такому же принципу, как в самом начале я показывала. То есть вот я дошла, провязала 7 раппорт узора. Далее я провязываю 13, делаю воздушных петелек. 11, 12, 13. Вот 13 петелек воздушных я сделала. И далее я продолжаю вязать, только теперь уже пропуская 3 вот этих раппорта узора. И со следующего маркера вот здесь вот. То есть вот таким вот образом. Вот 1, 2, 3. То есть по принципу первой части, как я показала. То есть вот у меня получилось, образовался это второй рукав. И далее я вяжу по рисунку. Это уже получается до конца ряда. То есть все согласно
рисунка я буду вязать вот до этого участка, то есть до начала следующего уже получается третьего ряда я вяжу согласно рисунка. То есть вот у меня на спинке, еще раз напоминаю, 6 раппортов узора. Итак, вот я довязала второй ряд 6-го раппорта. То есть вот у меня спинка, на которой у меня 6 раппортов узора. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. И далее я начинаю вязать третий ряд, то есть третий ряд согласно схемы. И я сейчас вам покажу, каким образом вот именно этот участок я буду провязывать, потому что здесь под рукой я буду добавлять еще один раппорт данного узора, чтобы немножко расширить работу и чтобы ничего не подтягивало. То есть я делаю 3 воздушные петли, это в начале работы. Далее у меня идет 4 столбика с накидом. Согласно всю схему уже вяжем. Так, 1, 2, 3, 4. Вот у меня 2 столбика с накидом, это получается в предыдущую дугу. 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И 5 столбиков с накидом, это в предыдущий ряд я провязываю. Все согласно схеме, как я уже это говорила. Так, вот таким вот образом у меня получилось. Вот я вывязала первый раппорт, третий ряд. И вот я дошла до участка, который мы провязывали, что он будет под рукой. То есть я провязываю следующим образом. Я делаю 5 воздушных петель. Вот 5 воздушных петель. И провязываю вот посередине, это получается в 7-ю где-то петлю, так как у нас здесь было 13 петель. Посреди в 7-ю петлю я провязываю 1 столбик с накидом, вот таким вот образом, 3 воздушные петельки. Опять же в эту же петельку я еще 1 столбик с накидом провязываю. Вот так вот. 5 воздушных петель. Вот. И продолжаю уже вязать непосредственно следующий раппорт согласно рисунка. То есть вот у меня идет 5 столбиков с накидом. 4 и 5. Вот у меня 2 столбика с накидом в дугу, 3 воздушные петельки, 2 столбика с накидом в дугу предыдущего ряда и 5 столбиков с накидом. То есть все согласно схемы. Так, вот таким вот образом у меня все это получилось. То есть вот так вот я оформила этот участок, под рукой будет у меня. И по точно такому же принципу я буду провязывать далее этот ряд. То есть вот у меня идет далее вперед, я его просто вяжу по рисунку. 7 раппортов просто по рисунку. Опять же дохожу до участка, где у меня под рукой, то есть провязываю по принципу ровно такому же, как я вам показала в начале ряда. И далее провязываю 6 раппортов узора, это у меня получается 5 раппортов уже остается узора, и дохожу до начала работы. То есть все это сделаю за кадром, и далее вам покажу, как я буду именно вязать следующий ряд. Итак, вот я довязала до конца ряда, то есть вязала я по рисунку. Вот таким вот образом у меня все это получилось. Вот так вот это получилось. Вот так вот у меня получилось под рукой. Под проймой получается с одной стороны и с другой стороны. Значит, на данном участке работы я рекомендую кофточку эту померить, чтобы все на вас хорошо сидело, чтобы у вас спокойно проходила вот сюда вот рука, чтобы так не получилось, что вы вывязали, например, рука у вас сюда не пролазит. Вот по моим вот этим рекомендациям, как я вяжу. То есть обязательно необходимо
необходимо померить, посмотреть, что все хорошо, все нормально, везде вы пролазите, то есть нигде ничего не жмет. Значит, и далее я буду вязать просто по рисунку. Значит, вязать я буду, как я уже говорила, все продолжать вязать с одного мотка, то есть сейчас на данном этапе работы я уже не буду здесь ничего отрывать. Это у меня пойдет вперед и спинка. Далее я по точно такому же принципу буду вязать где-то на 12 раппортов. Начиная вот сначала отсюда, я буду вязать просто прямым полотном по схеме, которая будет предоставлена в конце видео. Значит, в общей сложности 12 вот этих вот раппортов. И далее в самом низу кофточки я буду делать небольшое расширение. То есть, в принципе, это вариант, он достаточно удобен, чтобы ничего не подтягивало по бедрам. То есть, я еще это дополнительно покажу, как у меня что получается в процессе работы. А также я еще потом в процессе работы буду вам объяснять и показывать, каким образом я буду вязать рукава. Потому что они также будут к низу немножечко расширяться, эти рукавчики. Итак, я провязала еще немного кофточку, то есть вот у меня получилось вот таким вот образом. То есть я уже дошла, можно сказать, до последнего цвета, это у меня темно-синий. При этом я напоминаю, что я вязала, все продолжала вязать с одного моточка. Второй моточек, вот он отложен, то есть я буду с него вязать рукава, поэтому я его еще пока не использовала. То есть вот у меня вот таким вот образом все получается. Вязала я согласно схемы. В общей сложности я провязала где-то 12 раппортов узора, то есть вот у меня это вот до сюда я провязала. На высоту я вам сейчас скажу от начала работы, это у меня получается где-то 43 сантиметра, и с этого периода я начала немножечко делать пошире данную кофточку к низу, чтобы на бедрах у меня ничего не стягивало. То есть вот у меня получается вот таким вот образом, если вы обратили внимание, немножечко к низу у меня пошло расклешение. Значит, каким образом я это делала? В принципе, ничего абсолютно сложного. Единственное, что тут темный цвет, может, не очень хорошо видно, но вот я вам покажу. Я просто-напросто добавила еще один ряд. То есть, если до этого момента я вязала, у меня раппорт узора состоял из 3 рядов, то здесь для расширения к низу я просто добавила еще один ряд. То есть первый ряд, вот он у меня идет первый ряд, второй ряд я вязала по принципу схемы, то есть точно так же. То есть первый ряд это у меня 3 столбика с накидом, идут 5 воздушных петелек, столбик без накида, 5 воздушных петелек, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом, и далее повторяем. То есть вязала абсолютно по рисунку. Второй ряд я также вязала абсолютно по рисунку, то есть здесь у меня получается 5 столбиков с накидом и 5 воздушных петелек. Здесь я провязывала столбик без накида. А вот третий ряд я уже провязывала, просто я его когда помнила, то есть здесь у меня получается уже 7 столбиков с накидом, вот здесь вот. И здесь вместо того, чтобы провязывать сразу следующий элемент, я также сделала 5 воздушных петелек. Здесь провязала столбик без накида, 5 воздушных петелек, и дальше вот у меня опять же вот пошли 7 столбиков с накидом. То есть вот по такому принципу я довязала третий ряд, а четвертый ряд я вязала уже как, в принципе, последний ряд вот именно основного узора. То есть здесь у меня уже получается 9 столбиков с накидом, то есть вот здесь вот. Здесь одна воздушная петелька, и я продолжаю вязать следующий раппорт. То есть здесь у меня также 9 столбиков с накидом, 3 воздушные петельки, 9 столбиков с накидом, 1 воздушная петля, и начинаю вязать следующий ряд. То есть, в принципе, абсолютно не сложно, но я рекомендую сделать небольшое расклешение, потому что так, во-первых, и кофточка немножко посимпатичнее смотрится, и, во-вторых, оно все-таки немножко
но поудобнее в носке. То есть по такому же ровно принципу я буду довязывать уже до конца эту кофточку, до самого низа. При этом я довяжу вот этот вот остатки синего моточка, это у меня с одного мотка, и посмотрю там уже по ситуации, если мне нужно будет немножко еще провязать эту кофточку и ее удлинить, то я возьму просто-напросто темно-синий вот этот цвет со второго моточка и буду вязать именно с него. То есть вы также, в принципе, можете сделать это. Итак, после того, как вы уже провязали, например, вперед и спинку, или даже вот, например, как в моей ситуации, я тут немножко не довязала, значит, я начну вязать рукава. Рукава у меня будут не длинные, они у меня будут 3/4 где-то. Но, опять же, вы при желании, в принципе, можете их связать и подлиннее, если, например, вы не любите такую именно длину рукава. Как я уже сказала, вязать я буду вот с этого, со второго моточка. Значит, по какому принципу я буду вязать? То есть здесь на вот основной части вперед и спинка, где у меня связано, видно, в принципе, очень четко разграничение цветов. То есть сколько рядов у меня провязано в каждом цвете. То есть по такому же ровно принципу я буду вязать и рукава. То есть вот, например, предположим, вот 6 рядов у меня идут в одном цвете. Точно так же 6 рядов я провязываю в этом же цвете рукава. Провязала 6 рядов, оборвала ниточку, начала вязать второй рукав. После чего я, соответственно, даже если у меня чуть-чуть там остаются ниточки, я эту ниточку уже отматываю, дохожу до следующего цвета. Там, например, опять же 6 рядов, предположим, нужно вязать. Это я так чисто теоретически говорю. То есть я точно так же, например, провязываю 6 рядов на одном рукаве этим же цветом, потом отрываю ниточку и провязываю 6 рядов на втором рукаве. То есть вот по такому принципу я буду именно распределять петли. Но теперь еще очень важно начать именно правильно вязать этот рукав для того, чтобы, значит, выйти нам на рисунок, чтобы рисунок не сбился. То есть здесь, если вы помните, я оставляла 3 раппорта данного узора на каждом рукаве. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. И при этом я буду добавлять еще 2 раппорта узора. То есть вот на вот этой вот части я буду делать прибавки еще 2 раппортов данного узора. Значит, по какому принципу я буду работать? То есть если вот таким вот образом к себе повернуть полотно, вот так вот, вот здесь вот у меня заканчивается 3-й раппорт. Вот здесь вот. То есть вот здесь вот я фиксирую ниточку. Ниточку я беру вот именно в таком же ровно цвете, как здесь вот у меня, да, и фиксирую ее вот таким вот образом. Вот я зафиксировала эту ниточку, еще раз повторяю, вот на этом участке. То есть это где заканчивается у меня 3-й раппорт узора. Вот так вот я зафиксировала, провязываю 1 столбик здесь вот без накида. То есть вот таким вот образом. Далее я провязываю 5 воздушных петель. Вот так вот. И во второй ряд вот основного узора, вот здесь вот у меня этот второй ряд, вот сюда вот в боковую петельку я провязываю следующим образом. Делаю 3 столбика с накидом. 3 воздушные петельки. 3 столбика с накидом сюда же в эту же петельку. То есть вот таким вот образом у меня все здесь получилось. Видите, идет как бы продолжение узора. То есть здесь у меня было 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. И здесь у меня получается точно так же. Далее я делаю 5 воздушных петель. Вот так вот. И вот сюда, то есть это где мы добавляли дополнительные, где делали раппорт по бокам, напереди и спинке. То есть вот здесь вот в эту петельку я провязываю столбик 1 без накида. Вот таким вот образом. Далее опять же 5 воздушных петель. И вот в этом раппорте, вот в этом,
во втором ряду, который посередке, я провязываю точно так же в боковую вот петельку 3 столбика с накидом, три воздушные петельки и 3 столбика с накидом. Вот так вот. Вот у меня получилось таким вот образом. Далее я делаю 5 воздушных петелек. Так вот. И вот сюда, в эту петельку, провязываю 1 столбик без накида. Вот так вот. И все. И дальше вот с этого участка я начинаю вязать уже именно следующий ряд. То есть я делаю 5 воздушных петелек. Вот. И вот сюда я провязываю, вяжу уже, это получается второй, да, ряд, согласно схемы. То есть это 3 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в дугу. То есть сейчас сюда схему положу. Вот она, эта схема, чтобы было видно. Так, 3 воздушные петельки, 2 столбика с накидом. Таким вот образом. 3 столбика с накидом. 5 воздушных петель. Далее опять же 5 воздушных петель. И повторяю. То есть в принципе теперь на данный момент я буду вязать по рисунку. Сейчас я вам еще покажу именно там, где мы добавляли 2 раппорта, как это будет выглядеть, чтобы вам было понятно. Так, здесь получается 3 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в дугу предыдущего ряда, 3 воздушные петельки, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом провязываем далее. То есть все вяжем по рисунку. В принципе, если вы уже до этого участка довяжете, я думаю, что вы выучите уже рисунок, как он вяжется. 5 воздушных петелек, 3, вот здесь вот у меня пошел раппорт, который мы оставляли. То есть это 5 воздушных петелек, 3 столбика с накидом, 2 столбика с накидом провязываю, 3 воздушные петельки, 2 столбика с накидом, 3 столбика с накидом, 5 воздушных петель, таким вот образом. И вот мы дошли до участка, с которого начинали работать. То есть вот этот вот участок, это именно там, где я вам показывала добавление 2 раппортов вот узора, вот они. То есть в принципе вяжется по рисунку, абсолютно ничего сложного. То есть вот здесь провязываем мы столбик без накида, 5 воздушных петелек, и далее провязываем согласно схемы. То есть здесь у меня идет 3 столбика с накидом, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петельки, 2 столбика с накидом, и далее по рисунку 3 столбика с накидом здесь идет у меня. Все, и далее опять же 5 воздушных петелек. Вот сюда вот мы провязываем их. И далее вяжем по рисунку. То есть вот все. Вышли на 5 раппортов данного узора. То есть вот у меня это первый раппорт,
второй, я его потом довяжу, третий, четвертый и пятый. То есть вот таким вот образом все получается. Опять же, провязав какой-то небольшой участок работы, я все-таки рекомендую вам померить данную кофточку, чтобы у вас вот эта вот ширина рукава, которую я вот здесь вот рекомендую, чтобы она для вас была достаточной, чтобы не получилось так, что вдруг рукав вам будет маловат. Значит, провязав еще небольшое количество данного рукава, я сделала в своем именно варианте небольшое расклешение к низу. Сейчас я покажу. То есть вот я вам покажу на красном вот варианте кофточки, которая у меня уже здесь вот выполнена. То есть провязав от начала работы, именно когда я начала вязать рукава, 3 раппорта. То есть вот таким вот образом, а в общей сложности у меня получится от начала работы, это у меня получается 8 раппортов узора, вот они. Я начала расклешение небольшое к низу. То есть вот здесь вот у меня идет расклешение. В принципе, такой вариант, он все-таки более удобный, когда вы немножко сделаете расклешение к низу, потому что здесь начинается локоть, и если будет очень узкий рукав, то может быть не очень удобно в носке. Поэтому я вот именно с уровня, где начинается локоть, сделала небольшое расклешение. Расклешение я делала ровно по принципу, точно такому же, как я вам и показывала, как я выполняла внизу кофточки это расклешение. То есть я просто-напросто добавила один ряд еще дополнительный к раппорту узора. То есть как я это все делала, это я вам опять же уже показывала и объясняла. То есть и после того, как я вот начала делать расклешение, я провязала еще 4 полных раппортов узора. То есть вот таким вот образом. То есть в общей сложности у меня получилось от начала вязания самого рукава 7 где-то раппортов узора. Но опять же, это все на ваше усмотрение. Вы можете сделать рукав более длинный при необходимости. При этом, как я уже и объясняла, я буду провязывать какой-то участок, который соответствует участку непосредственно самой кофточки, переду и спинки каждого цвета. Обрывать низ, вязать, обрывать ниточку и вязать второй рукав. То есть вот таким вот образом, делая подгонку, чтобы у меня цвета на рукавах и на переде со спинкой, они все соответствовало. То есть я еще немножечко провяжу данный участок работы и покажу вам, что и как у меня получается. Итак, я довязала уже полностью данную кофточку, именно в длину довязала ее, то есть выглядит она у меня вот таким вот образом. То есть я провязала всю темно-синюю пряжу с одного моточка и взяла еще темно-синюю пряжу со второго мотка, так как в принципе у меня этот темно-синий цвет на рукавах использоваться он не будет. То есть вот таким вот образом у меня получилось все. В общей сложности я провязала 16 раппортов узора. При этом 12 раппортов я вязала по схеме, которую предоставила вам, начиная с 13 раппорта. То есть я сделала небольшое расклешение к низу данной кофточки. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Это вот где-то отсюда у меня пошло расклешение. То есть это у меня 13, 14, 15 и 16 раппорт узора. То есть я его провязала всего 3 ряда. Вот таким вот образом у меня это низ выглядит. По центру раппорта я провязала 5 столбиков с накидом вот в центральную вот эту вот дугу. То есть вот таким вот образом у меня все это получилось. Сейчас на данный момент у меня кофточка где-то в пределах 62 сантиметров в длину. При этом я полотно уже все отпарила, поэтому, если вы обратили внимание, оно такое ровненькое и красивое, это полотно. И единственное, что мне осталось сделать, это уже довязать рукава. То есть вот я провязала уже один цвет на рукаве на одном, и вот на втором рукаве я провязала один цвет. То есть я подсчитала, что мне каждого цвета нужно будет провязывать где-то примерно 5 рядов. То есть вот здесь вот я как раз 5 рядов провязала вот одного цвета, и здесь также я провязала 5 рядов, после чего я оторвала ниточку. И теперь я буду вязать другим цветом.
То есть точно так же где-то в пределах 5 рядов. Но вы уже, опять же, в свою очередь должны смотреть самостоятельно. То есть прикладывая вот таким вот образом рукав, соединяя вот вперед и спинку, и примерно смотреть, чтобы у вас цвет был одинаковый, вот на одном уровне находился цвет. То есть, значит, единственное, что, опять же, напоминаю, лично я буду делать еще после одного раппорта данного узора небольшое расклешение рукавов. По принципу буду вязать расклешение, как я делала на самой кофточке. То есть вот таким вот образом я это все провяжу и покажу вам, что у меня в результате получилось. Итак, вот я уже довязала полностью рукав. То есть выглядит у меня вот таким вот образом. То есть рукав, как я уже говорила, у меня получился 3/4. То есть я его делала не длинным. Закончился у меня вязать этот рукав, можно сказать, на предпоследнем цвете. То есть единственный цвет, который я не воспользовалась, которым цветом, это темно-синий. То есть он у меня как раз пошел на низ кофточки, этот темно-синий цвет. Значит, в длину, в общей сложности у меня этот рукав получился от горловины вместе с обвязкой примерно 53 сантиметра, около 53 сантиметров. В общей сложности у меня получилось 12 раппортов узора. При этом последние 4 раппорта я делала с расширением. Опять же, делать это расширение или нет, это уже на ваше чистое усмотрение. Но от себя могу сказать, что так все-таки немножко поудобнее. Потом в носке эта кофточка. Значит, непосредственно под прямой у меня получилась ширина этой кофточки в районе 13 сантиметров. Но это, опять же, свободный такой, не растянутый вариант. По низу у меня получилось, что эта кофточка где-то ширина в районе 17,5 сантиметров в сложенном состоянии. То есть выглядит вот это все вот таким вот образом. Последний ряд у меня, последний раппорт именно узора из 4 рядов у меня получается здесь. За счет расклешения, как это вязать, это я все вам показывала и объясняла. То есть вот таким вот образом у меня выглядит низ рукава. То есть можно сказать, что эта кофточка уже практически готова. То есть вы, единственное, что остается, это, естественно, отпарить. Необходимо все полотно. То есть это у меня уже отпаренный вариант рукава. Далее необходимо обязательно убрать все ниточки, чтобы все у вас было аккуратно и красиво в этой кофточке. Также вы при желании можете пришить бирочку handmade, ручная работа, но это опять же при желании. И еще также вы можете сделать веревочку, связать. Я, как вот, например, у меня в варианте с красной кофточкой, то есть по талии идет тоненький ремешок. В виде цепочечки я связала из 2 ниток цепочку обычную из воздушных петелек. На края я добавила несколько бусинок. То есть это как для декора. И опять же, если вы, например, захотите немножечко приталить данную кофточку и завязав этот ремешок. Но опять же, от себя вам могу сказать, что и без данного ремешка кофточка будет смотреться очень даже хорошо. То есть все эти моменты я все сделаю за кадром. Еще забыла сказать, что, конечно же, изделие необходимо будет постирать, чтобы уже кофточка эта вытянулась и приняла свой окончательный внешний вид. То есть все это я сделаю за кадром и покажу вам окончательный вариант, что у меня получилось. Итак, я доделала уже полностью данную кофточку, то есть она у меня получилась вот таким вот образом. То есть нарядненькая, очень красивая, интересная летняя кофточка ажурная. За счет люрекса она, как я уже сказала, очень нарядно так смотрится. Дополнила я эту кофточку вот таким вот ремешочком в виде веревочки, то есть он у меня не толстый. То есть вот такой вот нежненький, тоненький ремешок. И плюс я несколько бусинок добавила. Но опять же, как оформлять и делать ли этот вообще ремешок, это уже чисто на ваше усмотрение. То есть, как я уже сказала, обязательно не забываем, что полотно необходимо отпарить, чтобы изделие у вас выглядело красивым, имело законченный внешний вид. То есть обязательно, как я уже сказала, необходимо отпарить, убрать все ниточки, которые у вас останутся в процессе работы. И также необходимо постирать
именно изделие, чтобы оно приняло свой окончательный внешний вид. То есть вот такая вот у меня получилась кофточка. Надеюсь, данный видео МК был для вас полезен и интересен. Кому понравилась данная кофточка и видео МК, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. До новых встреч!